Всем привет! Сейчас я расскажу вам про осветитель, который я использую практически в каждом своем YouTube-видео. Его называют по-разному: световой меч, световая палка, Light-Stick, но принцип работы один и тот же, и он позволяет добиться художественных эффектов при съемке фото и видео. И если бы мне предложили взять на необитаемый остров всего лишь один осветительный инструмент, я бы взял именно световой меч. Тем более, я сегодня расскажу вам про самый мощный из световых мечей и покажу пример своей съемки. Но начну я с распаковки. Итак, в чем самая главная фишка световых мечей? А в том, что они компактные, но при этом способны выдавать самый разнообразный свет. И чистый белый, и менять цветовую температуру, потому что в них заложена изначально биколорность. И плюс ко всему, они способны выдавать любые другие цветовые сочетания. Но при этих всех достоинствах обычно самой главной проблемой является как раз невысокая мощность. И этот прибор нельзя рекомендовать как основной. Но теперь как раз благодаря Zhiyun эта проблема решена, и этот цветовой меч я могу рекомендовать как основной источник освещения. И даже сейчас в данном видео я использую световые мечи для подсветки. Ну и давайте как раз первым делом обсудим мощность данных приборов. И да, самая главная фишка данных световых мечей в том, что они способны выдавать 100 Вт мощности. И это уже очень серьезный показатель, в котором они соревнуются с какими-то стационарными источниками освещения, которые мы подключаем непосредственно к сети. Но, как я всегда говорю, исходная высокая мощность нужна нам не для того, чтобы использовать прибор на всей полной мощности, а для того, чтобы у нас в принципе был запас по мощности, но использовали мы приборы на меньшей мощности, и тогда возрастает их автономность. Причем у данного осветителя все отлично и с этим показателем. Разумеется, я сделал технический тест и засек, за сколько полностью заряженный прибор сможет сесть, если использовать его на полной мощности. Потому что производитель заявил, что на 100% яркости этот прибор способен работать 31 минуту. И мой тест подтвердил, что прибор способен на полной мощности выдержать всю 31 минуту. Но интереснее, как прибор ведет себя при реальной съемке. И вот здесь начинается самое интересное, потому что я провел съемку, в которой задействовал 3 световых меча Zhiyun F100. И съемка длилась больше 2 часов, и приборы практически все время горели. Естественно, для того, чтобы они быстро не садились, я отключал их между конкретными сценами. Но практически все время, целых 2 часа, они были в работе. И сначала я использовал их на 35%, потом на 50% и 75%. Так вот, что удивило меня больше всего. Когда съемка закончилась и приборы были выключены, я их специально включил, чтобы посмотреть, а сколько съелось заряда. И оказалось, что из 4 делений ушло только 1 деление. То есть 3 деления осталось. И на этом моменте они меня покорили. То есть это вообще очень важно, чтобы была высокая автономность, потому что за это мы и ценим как раз световые мечи. Мы берем их с собой для того, чтобы не зависеть от розеток и не подключать их к источнику питания. Это была съемка, которую я провел для очень классной брутальной пары Алексея и Оксаны. Эту съемку можно смело назвать таким рокерским love story. Давайте покажу, что у нас получилось.
Кстати, после съемки мой друг Сергей спросил, а какая у прибора мощность? Я говорю, 100 Вт. Он говорит, не понял, в смысле 100 Вт? Прям настолько мощный? Я говорю, ну давай я тебе включу, покажу. Когда я включил прибор на полную и вся комната осветилась, все вопросы сразу отпали. Потому что я делал обзор на портативный карманный источник от Zhiyun, модель M40. И вот он выдает 40 Вт. Тоже не верится, что из такой малышки может исходить такая высокая мощность. И здесь то же самое. Здесь 100 Вт мощности, это действительно серьезный показатель. И если используете с кабелем питания или с сетевым кабелем, то он может светить бесконечно, потому что также будет работать система охлаждения, которая позволяет охлаждать его все это время. И все, вы получаете на съемочной площадке мощный прибор, который способен конкурировать с постоянными источниками света, которые подсоединяются к сети. В комплекте с прибором идет блок питания, который подключается к сети, и также идет USB Type-C кабель. И да, все верно, в нем есть вход USB Type-C, через который его можно и заряжать, и питать во время съемки. Причем этот вход поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. И если у вас быстрая зарядка с USB Type-C, то она также очень быстро зарядит этот прибор. А если такой зарядки у вас не имеется, то вы можете просто питать его от сетевого адаптера. Так что и здесь не подкачали, все как я люблю. Главное, что есть вход USB Type-C, а зарядку с USB Type-C можно найти практически всегда и везде. Поэтому это очень круто, и это существенный плюс в пользу данного светового меча. В комплекте поставки помимо блока питания и кабеля USB Type-C идет также удобный чехол, в котором все это дело можно переносить, и сразу несколько светоформирующих насадок. Итак, во-первых, это шторки, благодаря которым мы меняем угол светового пучка. Но даже шторок бывает недостаточно, и в таких случаях мы задействуем дополнительно и соты. Соты позволяют сделать световой пучок максимально узким. И, наконец, рассеивающая ткань, которую можно одевать и поверх шторок с сотами. И нужна эта ткань как раз для того, чтобы смягчить наш источник освещения, потому что по умолчанию, если не использовать никаких насадок, то свет из такого светового меча, из любого светового меча, будет жестким. А благодаря рассеивающей ткани мы как раз можем сделать его мягким, и он приближается по характеристикам к какому-нибудь небольшому софтбоксу. И вот эти светоформирующие насадки — это, пожалуй, главное достоинство этого светового меча, потому что благодаря этим насадкам мы можем контролировать ширину светового пучка, а также то, насколько будет мягким или жестким свет из данного источника. И это второй раз, когда этот световой меч уделывает всех остальных конкурентов. Первый раз своей высокой мощностью, а второй раз как раз вот этими светоформирующими насадками. Возьмем простой пример. Даже сейчас, когда я записываю это видео, мне нужно сделать так, чтобы свет попадал только на меня, но не попадал на фон. Потому что если свет этого источника будет попадать также и на фон, то цвета сзади у меня померкнут, то есть станут более блеклыми и пастельными. И как раз чтобы свет сфокусировался на мне, я использую и шторки, и соты, и рассеивающую ткань для того, чтобы свет еще был и мягким на лице. И помните, я говорил, что этот источник, в отличие от других каких-то световых палок, можно уже рекомендовать в качестве основного. Так вот, как раз и благодаря этому, потому что мы можем получить из него свойства маленького софтбокса, а также другие креативные решения, когда мы можем сузить цветовой пучок при помощи шторок или сот. Поэтому, как человек, который очень щепетильно относится к свету и его характеристикам, меня не может не радовать тот факт, что в комплекте уже есть все необходимое. И, конечно, высокая мощность спасает в тех случаях, когда мы установили и шторки, и соты, и рассеивающую ткань. Потеря мощности с такими светоформирующими насадками, она всегда идет очень большая, даже когда мы используем вспышки или какой-то более мощный постоянный свет. Поэтому 100 Вт в данном случае позволяют нам использовать такие насадки, причем одновременно. Следующий очень важный аспект в осветителях — это цветопередача. И здесь в плане передачи цвета тоже все очень хорошо, потому что у прибора очень высокие показатели CRI и TLCI. И качество цвета здесь высокое не только у белого цвета, но также и у цветного. И как раз самое время поговорить про изменение цвета. Моя любовь к световым палкам как раз зародилась из-за того, что на них очень легко можно изменять цвет, потому что изначально я снимаю с импульсным светом, и для того, чтобы менять цвет на импульсном свете, мне нужно использовать специальные гелевые фильтры. И для того, чтобы использовать цветные фильтры, мало того, что их нужно подбирать специально, так еще и нужно крепить при помощи тейпа. То есть приклеивать их либо прямо к прибору, либо к светоформирующей насадке, и это бывает далеко не всегда легко. И, конечно же, не может не подкупать и даже немного пугать легкость, с которой можно на световой палке или световом мече изменить
цвет. Ну и круто, что можно подобрать практически любой цветовой оттенок, особенно если использовать сразу несколько световых мечей. Для того, чтобы решить практически любую творческую задачу, я рекомендую использовать как минимум 2 световых меча. Я провел съемку, где использовал сразу 3 таких осветителя, и на самом деле это реально творческая свобода, потому что из 3 приборов можно уже получить бесконечное множество комбинаций как по цвету, так и по свету. Но и особо тут больше добавить нечего, кроме того, что, опять же, из-за высокой мощности в модели F100 эти цвета не только хорошо насыщены, но также и довольно яркие. А большая яркость, естественно, добавляет нам большую свободу. Мы можем не задирать высоко значение ISO на нашей камере и получать высококачественное фото и высококачественное видео. Кстати, еще круто, что прибор всегда запоминает заданную комбинацию цвета, и при каждом включении и выключении она сохраняется. То есть не будет такого, что вы включили-выключили прибор и потеряли необходимый вам цвет. Ну и давайте поговорим про управление. Могу смело сказать, что управление здесь интуитивнее некуда, потому что прибор можно включить и выключить в темноте или с закрытыми глазами, потому что можно всегда нащупать центральную кнопку, а в нем как раз используется только одна кнопка. Вокруг этой кнопки крутилка с навипадом, и получается, что центральная кнопка у нас отвечает за включение и выключение прибора, и на навипаде все тоже очень классно организовано. Мало того, что этот навипад мне напоминает навипад в моей камере Sony Alpha 7 IV, так он еще и организован так же, как в камере. Нажимая вверх, вниз, влево, вправо, мы получаем разные функции. Если нажать влево, то мы получаем биколорный цвет. То есть мы можем изменять цветовую температуру в диапазоне 2700 кельвинов до 6200 кельвинов. Если мы нажмем на навипаде вниз, то мы как раз переходим в цветной свет. И здесь мы можем менять сами цвета, насыщенность этих цветов и, опять же, яркость. Если мы нажмем на навипаде вправо, то мы попадаем в специальные эффекты. И здесь этих эффектов довольно много. Можно имитировать работу телевизора, свечи, вспышки, либо сломанной лампочки. Опять же, это бывает сподручно в некоторых случаях для тех, кто снимает видео. И, наконец, если нажать на навипаде вверх, то мы просто получаем максимально яркий свет из данного прибора. И он автоматически переходит в цветовую температуру 4000 кельвинов, потому что именно с этой цветовой температуры он достигает максимума своей мощности. Казалось бы, управление проще некуда, но и на этом еще не все. Центральная кнопка отвечает не только за включение и выключение, еще и за промежуточные значения, потому что не всегда бывает удобно навипадом крутить от 0 до 50% яркости, например. И вот здесь как раз, если мы нажимаем центральную кнопку 2 раза, то она у нас может сбросить свет до 0, потом еще одним двойным нажатием до 50% и еще двойным нажатием до 100%. То есть центральная кнопка еще и ускоряет управление световым мечом. То же самое касается и цвета. Можно выбирать навипадом все 360 цветов, а можно двойным нажатием переключиться из 120 цвета в 240 и в 360. Так что тут я тоже ставлю 5 баллов управления на высшем уровне, и мне очень нравится, что оно интуитивное, и то, что оно ощущается так же, как управление на моей камере. Я думаю, что не нужно объяснять, что мы сейчас живем в эпоху создания цифрового контента. И, разумеется, каждый творческий человек хочет повысить качество своего изображения, а возможно, это не творческий человек, а эксперт, который просто хочет улучшить свою картинку. И световые мечи можно смело назвать таким своеобразным чит-кодом по свету, потому что с ними можно невероятно легко получить качественную и красочную картинку, причем в бесконечном количестве вариаций. Вот, например, чем плох сейчас мой фон, который окрашен в разные цветовые оттенки. И это при том, что я снимаю себя на обычном белом бумажном фоне. С таким же успехом это может быть обычная светлая стена. И таким образом я легко погрузил себя в какую-то красивую атмосферу. Потому что создать себе плоскую, неинтересную, необъемную картинку очень легко. Достаточно использовать цвет, который есть в конкретной комнате. Также любой другой человек может при помощи световых мечей создать себе какую-то красивую атмосферу для записи какого-то личного блога, переговоров или прямой трансляции, или использовать для какого-либо творчества.
И сейчас я покажу вам, каким образом можно использовать световые мечи для того, чтобы записывать эффектный рилс. Как выставить свет для записи экспертных рилсов. Сейчас я покажу вам это на примере световых мечей Zhiyun 5Ray F100. Сначала хочу рассказать о пространстве. Во-первых, это моя домашняя студия, поэтому в кадре присутствует батарея и кондиционер. Так обычно происходит всегда. В кино вообще происходит бардак за кадром. Это не самое важное. Самое важное то, что находится в кадре, и то, как мы используем освещение. Итак, в данном случае я использую все три световых меча. В качестве фона я использую простой бумажный белый фон, и еще у меня есть серебристый отражатель, но обо всем давайте по порядку, потому что световая схема выстраивается всегда очень просто. Начинаем со света, который светит непосредственно на нас, то есть с рисующего источника света. Итак, во-первых, расположение. Я расположил источник света по горизонтали, потому что если бы я поставил его по вертикали, то свет на моем лице был бы жестче. А в данном случае я хочу, чтобы на мое лицо падал мягкий свет. И на источник я установил все три насадки, то есть у меня и шторки, и соты, и рассеивающая панель. Почему я так сделал? Сделал это я для того, чтобы свет от этого источника не попадал на мой фон, то есть на белый бумажный фон. И если снять соты, то свет начнет распыляться повсюду, и мне этого не нужно. Поэтому я хочу, чтобы свет был сконцентрирован на мне, а сверху установил рассеивающую панель для того, чтобы он стал еще мягче, помимо горизонтального расположения. Ну и для того, чтобы удобно расположить его по горизонтали, я установил его на стойку журавль. Стойку журавль я советую иметь в хозяйстве любому фотографу и видеографу. Далее я включил фоновый источник освещения, и он расположен прямо за мной. То есть, когда я смотрю в камеру, то его не видно. И он установлен уже по вертикали, потому что расположение не имеет значения. Главное, чтобы он равномерно заполнил нам фоновое пространство. И на этом источнике, на фоновом, установлены только шторки, которые просто делают так, чтобы свет не попадал на 180 градусов, а был сконцентрирован именно на фоне. Ну и, конечно же, главное преимущество световых мечей в том, что мы можем изменять цвет, и в данном случае мы легко изменили цвет нашего фона. Это очень удобно, вы можете все снимать на простом белом бумажном фоне, но цвет у вас будет меняться. Причем у меня установлен белый бумажный фон, но это с таким же успехом можно делать на фоне любой стены. Любая светлая стена превратится у вас в фон любого цвета, и это очень удобно, и это как раз одно из главных преимуществ световых мечей. И, наконец, для создания дополнительного объема я установил еще и контровый источник освещения, который светит как бы от фона. И для того, чтобы свет от этого источника не попадал на фон, я установил шторки. А для того, чтобы свет на моем силуэте был не жестким и не подчеркивал, например, волосы нежелательные, которые торчат отовсюду, я его смягчил, установив на него рассеивающую панель. То есть успех всей этой световой схемы заключается в том, что я использую элементы контроля освещения, то есть вот эти шторки, соты и рассеивающие ткани. Без них свет будет распыляться везде и не будет такого насыщенного цвета качественного, а при помощи того, что мы везде фокусируем свет, у нас это получается. Ну и, наконец, финальный штрих. Если мы хотим более коммерческое изображение получить, то сбоку от моего рисующего источника света можно установить отражатель. В данном случае это отражатель Last-Alight, быстроскладной, который можно к тому же установить на стойку. Он очень удобен, у него с одной стороны серебристая сторона, с другой белая, но это может быть все что угодно. Это может быть просто кусок белого картона из магазина Leonardo, и он выполнит ту же функцию на отлично. И суть заключается в том, что если хотим более коммерческое изображение с более заполненными тенями, то мы используем отражатель. Если хотим более драматичное изображение без заполненных теней, то убираем отражатель. Пробежимся по настройкам камеры. Это интересует нас в самую последнюю очередь, потому что прежде всего мы должны качественно выставить свет. Потом уже параметры на камере можем дополнить. Итак, я снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha 7 IV. У меня установлен объектив 50 мм и диафрагма f1.4. Соответственно, выдержку для видео всегда выставляем 1/50 секунды и ISO 100. Все эти видео можно записывать и на телефон, но поскольку у меня есть хорошая камера и хороший объектив, я предпочитаю снимать на нее, потому что камера создает объем на изображении, то есть на диафрагме 1.4 лучше даже, чем киноэффект. Ну и хотел сказать пару слов о самих световых мечах. Огромное преимущество как раз заключается в высокой мощности, потому что после того, как я установил на этот меч шторки, соты и рассеивающую ткань, у нас идет очень большая потеря мощности, и все равно света хватает.
Какие еще интересные аспекты в данном приборе? Во-первых, это система охлаждения. Здесь используется целых 6 кулеров, то есть на всей протяженности светового мяча есть кулеры, которые как раз охлаждают наши светодиоды. Система охлаждения здесь интеллектуальная и задействуется в зависимости от мощности, которая установлена на приборе. Еще очень круто, что прямо в рукоятке есть отверстие, такое же как штативное гнездо в камере, и этот прибор можно прикрутить к любому штативу либо стойке. Это тоже очень удобно и реально упрощает использование прибора, потому что его можно установить на мини-штатив, на штатив, на стойку журавль и так далее. Кстати, еще одно очень большое достоинство такого мощного светового мяча — это то, что он компактный в размере относительно других источников освещения. Его не только проще транспортировать и намного приятнее брать куда-либо на съемку с собой, но также и когда вы устанавливаете этот прибор на стойку либо штатив, он не занимает много места в пространстве. И это существенное преимущество, потому что даже самое небольшое пространство можно очень грамотно и качественно осветить там, где нам недоступна установка более габаритного источника освещения. Ну и давайте я попробую ради справедливости найти в этом приборе хоть какие-то недостатки. На самом деле особенно придраться здесь не к чему. Прибор очень мощный, у него хорошая система охлаждения, он выдает яркие насыщенные цвета, у него удобный форм-фактор. Этим прибором можно очень легко и эффективно управлять. У него замечательный набор светоформирующих насадок, он заряжается от USB Type-C, у него есть штативное гнездо. Казалось бы, что еще нужно? Поэтому мне пришлось очень тяжело при поиске минусов и недостатков. Ну и если пофантазировать, то было бы неплохо, чтобы этот прибор также управлялся через какое-нибудь фирменное приложение. Вот это было бы вообще камильфо. Конечно, да, световой меч не предполагает дистанционного управления, он даже устроен так, что у него есть рукоятка и предполагается, что мы держим его в руке, либо где-то невысоко и недалеко. Но, допустим, когда я установил его на стойку журавль и поднял высоко, чтобы изменить какой-либо параметр, мне нужно спускать прибор и менять все это дело вручную. Через приложение было бы удобно. Но это если придираться. Но и также не недостаток, а такая особенность — это то, что прибор такой увесистый. Как по мне, у него идеальный вес, но кому-то, возможно, он может показаться чуть-чуть тяжелым. Но здесь тоже тяжело придираться, потому что весь вес в данном приборе, он обоснованный, потому что здесь очень мощный аккумулятор, здесь хорошая система охлаждения, и он выдает высокую мощность на уровне студийных световых приборов. Поэтому тоже так чисто придирка. Конкретных открытых недостатков я не нашел. Что я могу сказать по итогу? Что это супер универсальный осветительный прибор. Он позволяет получить чистый белый свет, биколорный свет, где мы можем менять цветовую температуру и тем самым согласовывать этот источник с окружающим пространством. И, конечно же, цветной свет. С этим прибором мы можем легко изменять цвет, например, фона, либо окрашивать предмет или человека. В общем, делать все, что угодно. В этом плане у нас полная творческая свобода. Добавим к этому высокую автономность, что позволяет мне просто закинуть светильник с собой в рюкзак, причем его можно засовывать прямо в отделение для штатива. И все, я с уверенностью могу забыть про розетки и творить в том месте, где мне этого хочется. И при этом я могу снимать и фото, и видео на камеру, либо смартфон, то есть опять же полная свобода. Поэтому мой вердикт, я настоятельно рекомендую его всем творческим людям как универсальный, мощный, классный инструмент для творчества. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, смело пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!